Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и мы продолжаем с вами готовиться к Новому году. Хотя завтра у нас показывает температуру плюс 21, для меня это странно, уже ноябрь, скоро зима, а все-таки осень в этом году радует. Сегодня мы с вами сделаем вот такой подсвечник. Я уже много разных подсвечников делала, много их декорировала. Принцип один и тот же, создание одно и то же, единственное использование разных материалов. Ну а на этот раз я буду использовать те материалы, которые у меня остались с прошлого года, или же я не знала, куда их деть. Поэтому собираем все, что есть дома, и начинаем клеить. В любом случае у вас получится красиво. Так что давайте с вами приступать. Ну и самое важное, что нам понадобится, это сама свеча. Моя свеча размером 11 сантиметров в высоту и диаметр ее 5,5. Это для тех, кто любит точность. Но вы можете брать любую свечу, какую хотите, любого диаметра, любого размера. Все зависит от того, какую композицию в итоге вы хотите получить. Моя свеча красная, покупала в прошлом году, и она в блестках. Блестки остаются на руках, но это нормально. Также нам понадобятся природные материалы, любые ягодки, веточки, вот все, что найдете дома. Я же эту свечу делаю из того, что на данный момент у меня осталось с прошлого года, поэтому буду использовать все и израсходовать тот материал, который просто уже валяется. Поэтому собрала все материалы красного цвета, подходящие мне под свечу, и буду собирать. Также за основу я буду брать кусочек картона диаметром 13,5-14 см. Точно так же диаметр своего кружочка картона вы можете выбирать любой. Обклеивать свой картон я буду мешковиной. Также можно использовать спил дерева. Этот вариант мне нравится намного больше, но все же не всегда можно найти спилы, поэтому альтернатива у меня это кусочек картона. Также у меня с прошлого года есть еще видео таких же подсвечников, которые я делала по такому же принципу, но применяла немножко другие материалы. Но для того, если вы будете использовать свою свечу по назначению, давайте снизу добавим фольгу. Это для того, чтобы если ваша свеча уже почти вся сгорела, не начали гореть ваши природные материалы. Я сложила фольгу приблизительно в 4-5 слоев. Высота фольги у меня 4-3,5 см. Это не принципиально, смотрите, чтобы она была по высоте ваших природных материалов. И начинаю приклеивать, как обычно, с самых больших, заканчивая самыми маленькими материалами. И сами веточки. Веточки у меня пластиковые, это искусственная зелень, которую я покупала в строительном гипермаркете. Вы же можете посмотреть, сейчас такие веточки продаются и в магазин для рукоделия, и в цветочных магазинах. Они бывают разнообразные. Буду приклеивать свои веточки под наклоном снизу. Сейчас они у меня торчат, но потом мы будем приклеивать их кверху нашей свечи. Также акцент на моей свече это новогодние шарики, пенопластовые красные шарики, вместо их можно использовать бусины, и также ягодки, сахарные ягодки двух оттенков, это красно-зеленые. После того, как я приклеила большинство своих материалов, я начинаю приклеивать веточки кверху нашей свечи и закручиваю их под наклоном. И после того, как приклеены все веточки, начинаю дальше декорировать свою свечу и заполнять пустые пространства. Использую в работе только термоклей, другим клеем я не пользуюсь.
И еще, перед тем, как использовать все свои природные материалы в своей работе, будьте уверены, что они у вас очень-очень хорошо высохли. Иначе у вас все будет отваливаться. Точно так же и с шишками. Используйте закрытые шишки, в помещении они могут раскрыться. Поэтому я всегда ищу тот вариант, чтобы шишка была изначально закрыта и больше никогда не раскрылась. Но посмотрим, что у меня получится. А пока в своих работах я использую только хорошо высушенные шишки, раскрытые, так же, как и все остальные другие природные материалы. И да, я еще не сказала, в работе я использую красные сухоцветы. Это сухоцветы, которые продаются в магазинах для декора. Это саше, что ли, так его называют. Оно ароматизировано и придает нашим свечам и нашим работам приятный запах. На самом деле это высушенный ломаный хлопок. Я вам когда-то показывала, как сделать из этих сухоцветов хлопок. Так что переходите по ссылкам и смотрите. Свечу можно использовать уже в таком виде, ничего больше к ней не добавлять. Всегда я использую водоэмульсионную белую краску, просто потому что у меня большое ведро. Вы же можете использовать гуашь, акриловую краску или же, смотрите, можете посыпать даже блестками. Прохожусь слегка кисточкой по всем своим материалам и придаю свечке заснеженный вид. И на этом моя свеча готова. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте переходить в мои соцсети. Там всегда вы увидите анонсы на следующие мастер-классы или же какие-то новые фотографии, которых не будет на YouTube. Ну а мы увидимся с вами уже совсем скоро. Пока-пока!